Руки уже устали, температура за 80, дыма нет. Есть победитель, 22 реза против 56, а это бонусные. Тут и там по 10 банок, но этот мощнее в 3 раза. Этот ротор больше, а шестерня меньше. Загнал шуруп на тот цвет. Чем теперь его достать? Привет, друзья! Зачастую мы бездумно тратим деньги на инструмент, которым пользуемся раз в год, а остальное время он пылится на полке. Умные люди это просекли и придумали мультиверт. Сегодня протестируем один из таких мультивертов с 3 насадками и сравним с моноинструментом с похожими характеристиками. И если мультиверт Рокодил не уступит в производительности, выносливости и надежности, то дачники и новоиспеченные умельцы смогут сэкономить на инструменте и освободить на полках место. Первое, что бросается в глаза, это гарантия – 5 лет. На традиционный электроинструмент дают год, от силы 2. Это стартовая комплектация, но скоро можно будет докупить еще 16 насадок. Кейс из прочного пластика, замки металлические. Этими захватами можно объединить несколько таких кейсов. Кстати, кейс Рокодил совместим с кейсами DeWalt. Что внутри? Руководство по эксплуатации, 5-летняя гарантия распространяется и на насадки, тушка с насадкой дрель шуруповерта, регулировка крутящего момента на 22 положения плюс режим сверления, здесь же переключатель режимов дрель шуруповерт. Рядом флажок смены насадок, подтянули влево, насадку сняли, защелкивается насадка одним движением. Но остается люфт. Потянули флажок вправо, теперь люфта нет. Патрон на 13 мм металлический с функцией дотяжки. 2 аккумулятора, совместимы с макитовскими, что очень хорошо, на 4 и 2 ампера-часов. Индикацию заряда вывели на обе стороны. Зарядное выглядит скромно, но оно на 2,5 ампера. 2-амперные аккумуляторы заряжаются менее чем за час. УШМ насадка под 125 диск. Из особенностей есть дополнительная защита от случайного включения. Отверстие под ручку, как и у других УШМ, с 3 сторон, но снизу мешает кнопка защиты. И наконец лобзик. Корпус пластиковый, подошва стальная. Ход полотна 12,7 мм. Позже все разберем. Вкладыш в кейсе из вспененного материала. Все садится плотно, при транспортировке не гремит. Рокодил с насадкой дрель шуруповерта немного крупнее и тяжелее тех, что есть у меня, из-за захвата насадок. Если же сравнивать с аккумуляторными УШМ, то Рокодил выделяется формой. Насколько удобно резать, сейчас узнаем. В первом испытании примет участие УШМ Васаи с батареей, как и у Рокодил, на 20 вольт 4 ампера-часов. Стоит такая УШМ без малого 10 тысяч рублей. Она тоже бесщеточная, 3-скоростная. Заявленная скорость 10 тысяч оборотов, но гарантия всего год. Рокодил по понятной причине дороже, в районе 14 тысяч рублей. Скорость регулируется кнопкой, делает это ступенчатым. Я насчитал 5 режимов. Заявленная скорость УШМ 8500 оборотов в минуту. Обе УШМ имеют плавный пуск, но у Васаи нет тормоза и защита от случайного включения. У меня были случаи, когда она за что-либо цеплялась кнопкой и включалась, к счастью, без происшествий. У Рокодил, напротив, есть тормоз, а кнопка включения не нажмется, пока не потянешь флажок. Резать будем квадратную трубу 20 на 20 с полкой 2 мм до момента перегрева, либо пока не сядет батарея. Делать это буду одним кадром, чтобы все было прозрачно, но с ускорением. Начнем с Васаи. Сделали 5 неполных резов, и она ушла в защиту. Напомню, что стоит она 10 тысяч, но аккумуляторы, которые идут в комплекте, не высокотоковые, отчего напряжение проседает до порога защиты БМС. Чтобы сбросить ошибку, нужно достать батарею и снова вставить. Резать буду не напрягая. 11 резов, сменим диск. Едем дальше. Опять ушла в защиту. Сделал неполных 7 резов.
Опять ушла в защиту. Так, поставим новый диск. А теперь похоже на то, что села батарея. Двигатель нагрелся до 50 градусов, редуктор 44, плата управления 43. Индикация тут живет своей жизнью, верить ей не стоит. Подсчитаем, сколько получилось резов. 22. Год назад я делал на эту ОШМ обзор, и тогда она чудила так же. Кстати, сегодня, как и год назад, в гараже у меня без малого 30 градусов. Поскольку тут редуктор с тормозом, диски нужно зажимать ключом, иначе могут самопроизвольно открутиться. Этот недорез трогать не будем, начну рядом. Офигеть, одним диском 22 реза. Похоже, был удачный диск. Если бы не мешали тиски, я бы резал еще. Батарея показывает полный заряд. Заменим диск. Едем дальше. Девять резов. Меняем диск. Батарея пока в норме. Продолжаем. Еще 16 отрезали. Опа! Батарея в норме. Неужели перегрев? Вроде нет. Но теперь диск открутился и укатился. Нужно лучше зажимать. Поехали. Опять. Батарея еще в норме. Похоже, нагрелась плата управления и ушла в защиту. Температура двигателя 64 градуса, а плата управления 57. Батарея 44. Пусть остынет. Ну что же, в отличие от Васаи, Рокодил резал металл почти без перекуров с обычной нагрузкой. На Васаи, напомню, почти не давил. Подсчитаем, сколько отрезали. Васаи 22 реза. Рокодил до ухода платы в защиту 56 резов. Впечатляет. Но это еще не все. Батарея у Рокодила еще не села. Посмотрим, сколько резов она сделает, если поставить на Васаи. Думаю, вам лучше это показать. Батарея, которая села, сейчас вроде бы как полная. Пробуем резать. И сразу сдохла. Меняем на батарею Рокодил. Пробуем. «20 резов. А заряда еще 1,5 деления. Пилим дальше. Еще 5 отрезал. Заменим диск. Опа! Теперь, похоже, точно села. Посмотрим, что нагрелось. Двигатель 55 градусов, плата управления аж 63. Проверим на другом аккумуляторе. Да, это не плата. Батарея села в ноль. Проведем итоговый подсчет. Васаи с горем пополам сделал 22 реза, пока не села штатная батарея. Рокодил до ухода платы в защиту сделал 56 резов. Переставив батарею с Рокодил на Васаи, сделал еще 36 резов. И замечу, что ОШМ сейчас не вырубалась. Вывод напрашивается сам. Рокодил дорожит репутацией и комплектует свой инструмент нормальными аккумуляторами, которые, кстати, стоят недешево. Для справки, хороший или оригинальный 18-вольтовый макитовский аккумулятор на 4-5 ампер стоит 10 тысяч российских рублей. А в кейсе Рокодил 2 аккумулятора, да еще и инструмент с хорошей гарантией. По пилению. У Васаи есть один недостаток. На противоположной стороне от кнопки включения находится кнопка поворота тушки.
Иногда во время работы одной рукой случайно нажимается сразу две кнопки, и редуктор может повернуться. Если честно, от поворотной тушки толка мало. Насадкой ушей на рокодел в целом резать удобно, привыкаешь быстро, но работая в закрытом пространстве, скажем под машиной или при шлифовке, могут возникнуть неудобства. Теперь разберем их и посмотрим, что внутри. Рокодел еще не запылился, плата управления распространенная, в пластиковом корпусе. Двигатель с маркировкой RD4820A. Пока не массовая модель. Подшипники 625 закрытые. Механизм фиксации насадок состоит из 3 частей, пары пружин и пластинки для трещотки. Болгарка Васаи изрядно запылилась. Не так давно в деревне грубу старушке переложил. Резал ей кирпич. Сейчас заодно и продую. Так вот. По магнитному ротору видно, что двигатель у Васаи мощнее, хотя ротор в диаметре такой же. Значит, и обороты в теории должны быть такие же, как и у Рокодел. Корпус платы управления из сплава. Сравним редуктора. Там и там под ведомой шестерни игольчатые подшипники. Ведомые шестерни визуально похожи. А вот ведущие у Васаи на пару миллиметров в диаметре меньше. А значит, и обороты должны быть ниже, если не ошибаюсь. В насадке 608 подшипники с металлическими пыльниками. Ломаться тут, собственно, нечему. Все пластиковые детали, тушки и насадки сделаны из полиамида. Это достаточно прочный и устойчивый к температурам пластик. Еще один момент. Редуктор развернуть не получится. Если его развернуть на 180 градусов, отверстия не совпадут. Сборка тушки и насадки заняла от силы 5 минут. Давайте сразу глянем, чем отличаются зарядные и батареи. Зарядная Васаи неразборная, весит 131 грамм и ток заряда всего 1 ампер. У Рокодел вес заряда 213 грамм, ток зарядки, как уже говорил, 2,5 ампера и оно разборное. У меня есть еще одно зарядное от пилы Васаи. Как-то оно упало со стола и разбилось. Пластик тут марки ABS, достаточно хрупкий. У Рокодел пластик посолидней. Аккумуляторы Рокодел, Makita и Васаи взаимозаменяемые, но Рокодел весит 666 грамм, а Васаи 555. Контроллеры заряда под рубашкой разные от слова совсем. Аккумуляторы там и там на 2000 мАч, но синие с маркировкой ASR относятся к высокотоковым от бренда Hagstar с разрядным током в 20 ампер. Васаи этим похвастать не могут. Теперь протестируем насадку дрель шуруповерта. У ее крутящий момент 45 ньютонометров. Многие пишут на своих шуруповертах 45 ньютонометров, хотя по факту это не так. Поэтому посмотрим, смогут ли они закрутить шурупы по бетону 200 на 7,5 мм. Соревноваться Рокодел будет с шуруповертом, который приехал из Швеции. Это 18-вольтовый Make Tools. На обоих у нас стоят батареи по 2 ампера часов. Думаю, вы в курсе, что у таких батарей напряжение может понижаться до 16,5 вольт при разряде и подниматься до 21 вольта при заряде. Компании вроде Makita раньше честно писали среднее напряжение 18 вольт. Сейчас все равняются на китайцев и пишут пиковое напряжение 20-21 вольт. Хотя по факту это те же 18-вольтовые батареи. Батарею Рокодел мы видели внутри, а эта батарея выглядит вот так. Плата здесь посерьезнее, чем у Васаи, но аккумуляторы не высокотоковые, с кобальтовым химическим составом. Итак, батареи заряжены. Первым будет Рокодел. «200-миллиметровый шуруп закрутил легко. Попробуем еще разок. А давайте усложним. Изменим крутящий момент, скажем, на 16. Маловато. На 18. Ладно, на 22.
Перебор. Загнал на тот свет. Этой битой его уже не достать. Попробуем выкрутить первый. Похоже, сорвал шляпку шурупа. Да, так и есть. На очереди Make Tools. С первого раза не закрутил. Пробуем еще разок. Дотянул и вырубился. А выкрутить сможет? Не тянет. Есть у меня такой же фирма ударный гайковерт с крутящим моментом 250 ньютонометров. Батарея такая же. Может, он сможет. Не смог. Дадим еще один шанс Рокодилу. И опять сорвал шляпку. Эти шурупы, кроме винтовой резьбы, еще имеют вертикальную насечку, благодаря которой выкрутить из древесины не так-то и просто. У нас остался еще один утопленный шуруп с целой шляпкой. Задействуем тяжелую артиллерию. Это гайковерт с крутящим моментом 500 ньютонометров. Выкрутил. Провел еще одно испытание. Решил выяснить, кто закрутит больше 75-х саморезов на 2-амперной батарее. Чтобы вы не заскучали, вырежу рутинный процесс. Make Tools одной зарядки хватило, чтобы закрутить в общей сумме 131 саморез и выкрутить 124. Температура двигателя поднялась до 80 градусов, перегрева не было, села батарея. Рокодил крутил бодрее, чем Make Tools. Суммарно вкрутил 148 саморезов, выкрутил 136. Температура двигателя 45. По уровню заряда одно деление еще светилось, но саморезы не тянул. Объединим вкрученные и выкрученные саморезы вместе. Make Tools получается 255 саморезов, а у Рокодил 284. Это на 29 саморезов больше. Не так-то и много, но Рокодил справился с этой задачей чуть ли не в 2 раза быстрее, потому как обороты у насадки дрель-шуруповерта выше. Со сверлением Рокодил тоже справляется на ура. Мощности для этого ему хватает. Нам же осталось протестировать насадку лобзиком. Тут есть один нюанс. У сетевых и аккумуляторных лобзиков ход полотна 20-23 мм, а у насадки Рокодил без малого 13. На заготовках толщиной до 30 мм это не сказывается, насадка режет аккуратно, уверенно и бодро. Но если взять древесину толщиной около 50 мм, то скорость пиления падает, потому как 13-мм хода полотна недостаточно для того, чтобы удалить все опилки из пропила. Они тупо не дают пилить. Но у насадки есть и положительные моменты. Во-первых, подшипник качения и все остальные трущиеся детали тут из металла. Не все этим могут похвастаться. Во-вторых, тут нет маятникового хода. С одной стороны, от этого как бы падает скорость. Но с другой стороны, рез получается аккуратнее и ровнее. Я как-то делал детский безидомик. После лобзика с маятниковым ходом мне пришлось на фанере шпатлевать края. Но если бы у меня была такая насадка, мне не пришлось бы тратить время и материалы на шпатлевку и шлифовку.
В общем, мое личное мнение, как бытовой инструмент для хозяина, который крутит, пилит и режет раз в неделю, месяц или год, это отличное решение за эти деньги. А зная, что тут высокотоковые аккумуляторы и есть возможность докупить другие насадки, мультиверт может стать универсальным помощником. В плане долговечности кто-то в комментариях однажды писал, что аккумуляторный инструмент покупают, мягко говоря, глупые люди, потому как аккумуляторы живут от силы год-два. Я же знаю, что литий-ионные живут долго. Знакомьтесь, это бесщеточный шуруповерт Felicity на литий-ионных батареях. Ему уже около 16 лет. Нужно будет как-то опять подклеить эту резину. В остальном он живучий и до сих пор в строю. И еще. Когда я езжу к теще в деревню, не знаю, чем меня озадачат. Поэтому тащу с собой разный инструмент, который занимает много места. Этот набор и дополнительные насадки много места не займут. На этом все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал.